друзья, меня зовут Ольга Лармаде, я рада приветствовать вас на своем канале. Здесь я рассказываю про натуральный уход за собой и о том, как делать самые разные косметические средства своими руками. Сегодня я хочу поговорить с вами про соль для ванны. Соль для ванны – это роскошный продукт, который очень просто сделать в домашних условиях и который поможет вам превратить прием ванны в настоящую СПА-процедуру. Вы для приготовления домашних солей можете брать любую соль, но соль мертвого моря, конечно, стоит особняком вот во всей этой линейке и разнообразии солей для ванны. Соль мертвого моря – это очень концентрированный источник самых разных микроэлементов. В нем содержится порядка 20 микроэлементов, которые нашему организму необходимы. Это магний в первую очередь, это кальций, это натрий, в общем, куча всего полезного. Мертвое море находится между Палестиной, Иорданией и Израилем. Это очень особенная точка нашей планеты. Вода в Мертвом море очень соленая, она в 10 раз более соленая, чем во всех остальных морях и океанах. Соль Мертвого моря и вода Мертвого моря обладают очень выраженными терапевтическими свойствами. Ванны с солью Мертвого моря помогают при стрессе, потому что там очень много магния, помогают при усталости, вообще, в принципе, помогают очень хорошо восстанавливать силы. Это прекрасное средство для домашних процедур, если у вас есть псориаз, если у вас есть экзема. Ванны с солью Мертвого моря очень хорошо подходят для людей и с чувствительной кожей, для людей с жирной кожей, если есть, например, акне на коже тела. Очень хорошо такие ванны помогают бороться. И самое интересное, что соль Мертвого моря поддерживает здоровье эпидермального барьера нашей кожи. Вот если вы принимаете просто ванну с водой водопроводной, то такая ванна постепенно вымывает компоненты натурального увлажняющего фактора, и именно поэтому кожу после ванны стягивает. И вроде бы вы просидели какое-то время в воде, кожа должна так хорошо увлажниться, а ее почему-то наоборот стягивает, и кожа наоборот сухая. Вот соль Мертвого моря препятствует этому процессу. В ней содержатся компоненты, которые, наоборот, укрепляют эпидермальный барьер и помогает нашей коже удерживать влагу. Поэтому после ванны с солью Мертвого моря кожа реально не стягивает. Очень комфортное ощущение. Из-за того, что соль Мертвого моря очень концентрированная, ее применять нужно не так, как обычные соли для ванны. И косметический или wellness ванны отличается от лечебных ванн. Для лечебной ванны нужно брать больше соли Мертвого моря, но это вам уже будет прописывать терапевт. Это ванна, которая очень хорошо помогает при усталости, если у вас был тяжелый день, если вы замучились, если, в принципе, тяжелый период на работе, если вам нужно как-то быстро поднять уровень энергии. Если вы молодая мама и тяжелый день подошел к концу, вы наконец-то всех распихали по кроватям, у вас есть 20 минут на то, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Вот очень хорошо именно эта соль для ванны вам подойдет. У этой соли действительно такой очень приятный, цветочный, очень гармоничный, очень женственный аромат. Вы также можете добавить несколько лепестков сухих роз в свою смесь, чтобы вам было красиво, но это действительно очень эстетично выглядит. Соль для ванны – это соль с эфирными маслами мандарина и бензоина. Эфирное масло
бензоина – это как густая почти смола, и у него достаточно выраженный такой ванильный аромат. Масло, которое, наверное, ближе всего по своим ароматическим свойствам к аромату ванили. И оно очень хорошо сочетается со всеми цитрусовыми, очень хорошо сочетается с маслом какао, например. Я, в общем, люблю это масло, я его часто использую в СПА-продуктах. И вот такая вот соль, мандарин и бензоин, у нее очень приятный аромат, который напоминает какой-то десерт, такой очень теплый, съедобный и очень-очень комфортный. И вот такая вот соль очень хорошо помогает переключиться. Если вам нужно расслабиться, очистить голову, просто перестать думать о чем-то, такая соль очень хорошо работает. Вы также можете добавить сюда немножечко цедры мандарина, для того, чтобы было красиво. Вам нужно сначала снять цедру, потом ее высушить, она должна быть сухой, разбить ее на кусочки или перемолоть в кофемолке, она превратится в такую оранжевую пудру, которая будет подкрашивать вашу соль, и потом помешать ее в свою соль. Но это уже вопрос скорее декора и эстетики. Хотя, наверное, в СПА-продуктах эстетика также важна, как и косметические свойства, потому что нужно, чтобы было полезно, приятно и обязательно, чтобы было красиво. После того, как вы принимаете ванну с солью мертвого моря, вам обязательно нужно отдохнуть, так как это, в общем, такая достаточно интенсивная процедура. Ну, желательно отдохнуть в течение часа, если у вас есть такая возможность. И обязательно пейте, выпейте чашку травяного чая, выпейте просто стакан воды, то есть что-то, что поможет вернуть баланс жидкости. Потому что когда вы находитесь в горячей ванне, вы потеете, ваш организм жидкость теряет. Обязательно этот баланс нужно восстановить. Я желаю вам как можно больше красивых СПА-вечеров дома. Заботьтесь о себе, любите себя. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Ставьте лайк, если оно было вам полезным. И до встречи в следующий раз.